Рыба, привет! Я сделаю для вас сейчас ежедневный расклад-прогноз с 21 до 31 июля. Мы посмотрим, что принесет вам каждый день третьей декады июля. Во время ежедневных прогнозов я делаю для вас обязательно диагностику энергетики, пространства, которое вас окружает, влияние, какие-то просмотры, может быть, кто-то вами интересуется. Мы все это посмотрим. Любые влияния на вас нас тоже интересуют, не только бытовые вопросы. Ну что еще? Не забывайте, пожалуйста, для полноты картины прогноза смотреть всегда свой знак асцендента. Первый дом вашего гороскопа находится в каком-то знаке гороскопа. Это второй, можно сказать, ваш знак зодиака. Также еще есть знак, в котором находится Луна. Как определить знак асцендента, вы можете посмотреть видео в описании моего канала, я его оставила. И знак по Луне примерно так же можете определить. Тут уже, я надеюсь, у вас все получится. Вот будете смотреть все три прогноза всегда, у вас будет складываться общая картина тенденции для вас. Да? Начинаем. Так, начинаем. С 21 до 31 нас интересует каждый день, что же вам принесет этот период в жизни. С следующего месяца я буду делать для вас более полные прогнозы на канале. Я уже решила, немного по-другому буду смотреть. Еще больше информации будете получать, полезной для себя. Я стараюсь сделать так, чтобы она вам помогала. Каждый такой расклад, он выравнивает что-то в вашей жизни, делает для вас пользу. Знаете, уже диагностика — это половина дела. Вы уже выявляете что-то, что может вам навредить, и это уже начинает исправляться в вашей жизни и приносить вам удачу. Я напоминаю, что можете лично мне написать, если хотите посмотреть лично свой вопрос какой-то. Астральную карту для вас я могу расшифровать, и просто предназначение, совместимости с партнером и перспективы отношений. Вот это все. И другие вопросы мы можем с вами лично все посмотреть. Телеграм просто мне напишите. Я всегда на связи с вами в Телеграм, на самом деле, очень быстро отвечаю. И это часто бывает очень удобным для вас. Так, начинаем. Хорошо, так как-то спокойно пошел расклад. Я сейчас, знаете, такая умиротворенная, всегда чувствуется разная энергетика от каждого знака зодиака идет всегда. 21 июля. Змея и ребенок. Так, змея, смотрите, ну это манипулирование, перетягивание вроде одеяла на себя. Двойная тут история. Смотрите, змея все-таки легла первая на вас, да, на вашу личность. Вы можете быть таким вот, знаете, где-то манипулируете. Ну что, вы манипулируете ребенком, может быть, своим, или партнером, который ведет себя инфантильно. Здесь вы должны проявлять свою мудрость и опытность. Такая мудрая, опытная змея, которая может где-то в свою сторону потянуть, чтобы, да, что-то получить, безусловно. Но ребенок на втором плане. То есть, если человек ведет себя как ребенок, то здесь, значит, ну, нужно взять все в свои руки. Может быть такое. Второй момент. Змея может выходить как влияние на вас. И здесь уже меняется картина. Влияние на вас за счет того, что вы расслабились. То есть ребенок — это расфокусированность, это вы делаете, что хотите, знаете, максимальное отвлечение внимания, а вас в этот момент куда-то тянут на себя. Будьте, пожалуйста, внимательны. Женщина, да, взрослая женщина идет по змее, у нас всегда манипуляция какая-то с ее стороны, влияние на вас или на вашу жизнь. 22 июля. Гора — это замедление, гора — это тупик, гора — это какие-то преграды, и это расстояние в общении. Так, смотрите, преграды на пути к работе, преграды на пути к какому-то государственному учреждению. Это работа, это ваша карьера и какие-то препятствия, связанные с работой, карьерой. Может быть, кстати, не обошлось без влияния, да, какой-то женщины. То есть создают какие-то помехи, создают какое-то расстояние между вами и решением проблем, связанных с работой, с карьерной реализацией, с получением какого-то ресурса по творчеству и карьере. Также это непонятки, проволочки, заминки, заморозка какая-то, связанная с решением вопросов по судам, там, больницы, выздоровление, может быть, да, какое-то откладывается.
любые государственные учреждения, в общем. Все, что связано с государственным учреждением, это заминки здесь у нас. Но гора, она говорит про временное приостановление какой-то работы, потом работа продолжится, результат будет, все решится. Каким образом, здесь пока не ясно, но решится точно. 23 июля, букет. Вы очень талантливый человек, очень красивый человек, внутренне, внешне. Вы умеете проявлять себя. Знаете, даже когда мы интровертные, мы как бы в себе, да, мы умеем в нужный момент показать, в чем мы талантливы. И посмотрите, ключик для вас. Ваши таланты открывают для вас какие-то двери. Ваши таланты, может быть, у вас есть талант добывать какую-то информацию, может быть, есть талант получить какой-то ответ, правильно спросить и получить ответ. Ключ – это вопрос-ответ. При помощи, может быть, своей внешности, внешних качеств, может быть, при помощи каких-то своих навыков, в которых вы просто лучший. Вот есть какой-то скрытый талант, может быть, вы даже о нем не знаете, и ключ говорит о том, что вот такой у тебя талант. Вот в этот день вы осознаете какой-то, знаете, много цветов, и это все ваши дары внутренние, это ваши таланты. И ключ в этот день, он вам показывает, демонстрирует, вот, у тебя есть еще вот это, и ты можешь сделать что-то прекрасное для этого мира или в своей жизни за счет вот этого. Прислушивайтесь к знакам судьбы в этот день и раскрывайтесь еще ярче и сильнее становитесь. 24 июля, всадник и дерево. Всадники у нас это гости, приехали гости, может быть, да, семья, или вы в гости отправились к семье, это родовая структура у нас идет по дереву, корни, ветви, это наш род, это наше здоровье, может быть, посещать будете какое-то место, связанное с вашим здоровьем, и с психическим, и с физическим, вот, опять же, разбираться с родовой структурой, может быть, какой-то или мастер-класс, или ретрит, да, вот, вы поехали, посещаете какое-то место, которое делает вас более крепким человеком. Так, охранница моя пошла. Да, охраняешь, молодец. Да, это, так, гости я уже сказала, еще, конечно, всадники у нас это курьеры, которые, может быть, привозят что-то связанное. Мне дерево всегда напоминает генетические анализы, ничего не могу с собой поделать. То есть, может быть, результаты какие-то вам привезут анализов, да, связанные со здоровьем. Здесь может быть генотип, генетический, правда, результат будет, то есть, что у вас по роду идет, кто ваши родственники. В любом случае, что-то связанное со здоровьем, с каким-то, может быть, с внешностью с вашей, может быть, одежду привезет курьер, или что-то связано с вашей семьей, может быть, какая-то доставка, которая связана каким-то образом с вашей семьей. Так, далее идем. 25 июля. Гроб – это завершение, окончательный уход из жизни. И посмотрите, уход из жизни ваших сомнений. Вы сейчас окончательно уже поняли, что вам делать. Как будто бы, знаете, может быть, был этап в жизни, когда какая-то идея в вас нарастала, сейчас вы понимаете, что эту идею пора осуществлять. Нет сомнений, сомнения уходят в никуда. Давайте-ка посмотрим, что дальше вас ожидает. Да, здесь видите, книга. Вот и все. Книга – это знание. Вы знаете, что принесет вам удачу. Знаете, что где вам повезет, когда вам повезет. Знаете, что изучить, какую информацию, чтобы взять свою удачу, да, за хвост схватить ее. Клевер – это награда судьбы. Клевер – это награда за ваши поступки, за карму. Вы куда-то вложились информацией, своими, может быть, навыками, да, вы вложились в какое-то дело, вот, ну, это ум, книга – это ум всегда, и в результате получаете результат в виде кармической награды, как-то вот повезет вам это в этот день очень хорошо, и это тоже, знаете, как ответ для вас, вам повезло в этот день, это знак, что вы все делаете верно, продолжайте. Так с нами высшие силы разговаривают. 27 июля, дом и леса. Так, аккуратнее, в ваш дом приходит человек, который что-то таскает, да,
Вот, аккуратнее, пожалуйста, потому что здесь вот как на воздействие подклады могут быть, какое-то вредительство может быть дому. Вот, так что стойте на страже, на защиту дома. Дом здесь немного беззащитный у вас выходит. Не немного, а вот на самом деле меня немножко тревожит. Вот это все. Еще дом как структура тела может быть, то есть когда кто-то покушается на ваше здоровье еще здесь. Аккуратней, потому что здесь прям воровством попахивает, правда. 28 июля корабль — это путешествие и гора. Откладывается какое-то путешествие или какая-то поездка, продвижение вас вперед. Если корабль — это два момента. Это путешествие на дальние расстояния, переезды, но они на стопе, они откладываются, дорога закрыта. Или же это корабль — это обучение, это путь обучения, это ваша путевка в жизнь, да, тоже откладывается, что-то связанное с обучением, продвижением вперед. Проанализируйте, пожалуйста, нужна ли вам эта дорога, надо ли вам туда ехать или надо ли вам учиться в этом направлении. Гора часто, она не выходит здесь как проблема, она выходит как препятствие, которое заставляет вас немного задуматься. Остановись, подумай, это точно твое. Когда нас так останавливают, надо все-таки понять, ваше ли направление. Здесь вопрос о предназначении, кстати, вот о чем я вам говорила. При личном обращении ко мне я вам подскажу, в чем ваше предназначение. Вот это очень интересный момент. Буквально в карме у нас есть чего нужно, что нужно делать, чего делать не нужно. И тогда все будет хорошо и благополучно. Вот эти указания предназначения нужно себе знать. Далее. Так, у нас 29 июля. Аист у нас полетел добывать, наверное, для своей семьи, знаете, веточки принесет и гнездо сделает более прочным. И совы. Опять у вас какая-то опасность на доме. Смотрите, вашу семью просматривают, вашу семью кто-то обсуждает. Совы — сбор информации, скрытый сбор информации. Вы даже не знаете, кто это, где это, когда это. Это не сплетни. Да, совы — это именно сбор информации, скорее всего, с тем, чтобы как-то ее потом использовать. А у нас уже змея с вами выходила. Аккуратнее будьте. Видите, опять на дом, на семью эти просмотры направлены. Кто-то интересуется, да, может быть, завистники какие-то. Привлекаете к себе внимание, или семья, или вы лично, ваша личная жизнь. Так, далее, 30 июля. Так, тучи и ключ. Снова ключ — это хорошо, это подсказки. Подсказки, видите, вам прям дают ключевые какие-то подсказки, которые влияют положительно на вашу судьбу, на исход ваших дел. 30 июля, тучи, смотрите, да, у вас внутри все-таки много сомнений. Но меня радует, что нет карт, которые указывают на сильные страхи или блокировки. Нет, у вас очень ровный такой расклад. Сомнения — это нормально. Сомнения заставляют нас искать выход, заставляют нас искать ответы на наши вопросы, а значит, мы растем, значит, мы чему-то учимся. Вы получаете ответ в этот день. Будьте внимательны, вот эти вот ключи, знаки, которые вам подсказывают верное направление, их очень легко пропустить, особенно вот в таком состоянии. Это эмоциональное состояние, это может быть, да, море, посмотрите, как бушуют ваши эмоции, в этот день могут быть на подъеме. Но не пропустите, вам будет дан знак, вам будет дана подсказка, и это вас спасает, это вас выводит из состояния, может быть, стрессового, может быть, ожидания какого-то беспочвенного. Ключ открывает для вас дверь, которая ведет вас к счастью. 31 июля. Итак, женщина, ваша карта первая вышла, и дерево. Девушки мои дорогие, мужчины, для вас дальше прочитаю. Девушки, смотрите, женщина здесь у нас такая немножко про магию, сразу скажу. То есть здесь женщина, но она во благо, она работает для семьи, да. Любое рукоделие у нас всегда испокон веков это такая женская магия, женские домашние. Вот женщина плетет, женщина что-то ткет, шьет, вышивает для того, чтобы благополучие было в
в доме. То есть вот ваше занятие сейчас хранить, да, семью. Посмотрите, потому что дерево в таком состоянии, что-то не в порядке в семье, дерево замерзшее. Вот, и вам нужно сейчас проявлять какой-то интерес, заботу в развитии своего рода. Еще может быть, кстати, может быть проблемы с зачатием, проблемы с детьми. Вот, обращайтесь, посмотрим, потому что это очень личная, индивидуальная вещь, когда есть с репродукцией проблемы. Потому что замерзшее состояние, видите, здоровье, да, женский организм замерз, вот здесь может нет продолжения родов. На данный момент у этого есть причина, и это можно как-то исправить, и этому помочь. Помните об этом. Нужно просто разобраться всегда. Выход есть всегда. Мужчина, для вас, ну, женщина, которая какая-то рядом с вами, отношения с ней могут быть такие замерзшие. С ее стороны, может быть, кстати, манипуляция в вашу сторону через вот эти вот как маятник, да, подпустила, оттолкнула, заморозку включила. То есть какие-то отношения нездоровые с этой женщиной. Вот женщина как манипулятор здесь может выходить. Вот она плетет, видите, может в положительном ключе плести, а может в ключе, когда вот все-таки вас держит на отдалении для чего-то. Есть у этого причина. В любом случае здесь не очень ровные, не очень здоровые отношения с этой женщиной. Нужно тоже разбираться, понимать, да, что к вам человек на самом деле чувствует. Итак, ну что, давайте для вас аффирмацию возьму по традиции. Ключики я очень люблю. Корабль пусть плывет на всех парусах и приносит в вашу жизнь удача. Что мне хочется какое-нибудь сердце, если честно, найти, но оно у нас не вышло. Хорошо, давайте возьмем удачу. Да, посмотрите, пусть корабль ваш плывет на всех парусах, пусть все ответы вы получаете, все двери для вас будут открыты, и удачу принесет ваш путь, ваше направление. Никогда не будет никаких препятствий, никаких врагов, все пути для вас открыты. Плывете, наслаждаетесь этим путешествием, получаете все, чего заслуживаете. Счастье, любовь, здоровье, удачу, все. Пусть все высшие силы вас наградят, пусть судьба ваша будет счастливой. Я вас благодарю за участие в раскладе. Не забывайте, пожалуйста, рассказывать, как проживались у вас эти дни. Очень это интересно. Я всегда на ваши комментарии отвечаю. Подписывайтесь, лайкайте, не забывайте, добавляйтесь в телеграм-группу, в которой я буду со временем что-то рассказывать. Да, сейчас она развивается. У меня телеграм-группа. Присоединяйтесь к практикам на канале. Практик будет становиться больше. И я прощаюсь с вами. У нас следующий прогноз уже на август месяц. Так что пока-пока. Увидимся.